Добрый вечер. В канун Нового года у нас такая прекрасная руна Перт. Опять совпадение. Ну, якобы совпадение. На самом деле, боги ведут. У меня сегодня первый день был выходной, и я поэтому пытался отоспаться. Я еще буду после рабочей недели завтра отсыпаться. Поэтому, может быть, лицо слегка помятое. Так что мы все слегка имеем вид лихой и придурковатый. Это хорошо. Сегодня прекрасная руна. И я хотел бы сказать вот по поводу страхов, которые руны страха и вас. Даже если в вашей жизни не проявились страхи, страхи проявлялись в вашем окружении. Или вы чувствовали чужие страхи. А когда проявление через и вас идет страхов, и самое интересное, что в период активации определенной руны, вот, например, той же самой и вас, вы можете проследить и вспомнить те же самые ощущения по другим рунам. Особенно активируется то, что в самой руне. И если вот, ну, у меня была прошлая группа, да, там страхи повылазили личностные, потому что до этого не сняли блоки. Почему, например, и вас 13-я руна, да, не в плане числового значения, хотя здесь тоже есть о чем подумать, а в плане того, что до этого 12 рун готовили человека встретиться с Эйвас. И вот тем, что у вас лично страхов никаких не возникало, в самом бессознательном, не всплывало, да, но вы наблюдали страхи окружения. Или, например, вот я буду говорить о себе, потому что каждый может о себе сказать свое. Я могу сказать о себе, что эти страхи были в моем окружении. Я еще раз ощутил и понял, почему меня направили во временное рабство, чтобы я прочувствовал эти руны в сравнении с окружением. И в мое поле меня избегали, просто откровенно избегали. И вот руна Эйвас, к чему я это все веду? Руна Эйвас подвела к самому главному, это открытию тайны. Почему нужно открыть тайну через Перт без страха? Потому что могут открыться такие тайны, которые могут испугать. Если у человека максимально очищенное сознание, а мы помним руну Эйвас, она проходила через сознание, соединяя через будку каузальные причинно-следственные страхи будущего и астральные страхи через эфир прошлого, Эйвас, то в руне Перт, мы готовы к посвящению без страха. Потому что то, что было для нас закрыто бессознательно, и то, что нам нужно узнать о себе, заключено в руне Перт. Вот руна Перт – это та переломная руна, которая открывает посвящение. То есть открывает истинную цель человека, для чего он воплотился. Открывается тайна. Вот руна Перт, она традиционно именуется тайна или открытие тайны. Я ее называю посвящение. Здесь очень мощное слово само посвящение. В том плане, что по священие, то есть святость или освящение, или открытие. То есть если до этого была тьма, неизвестность, то теперь она стала известной. Еще руну Перт соотносят с мешочком, в котором хранятся руны. Мы когда делаем предсказания или предсказывание, я избегаю слова гадание, потому что гадание — это когда человек не знает, но он угадывает. Может так, может так.
А в магии угадывания нету, потому что или есть понимание, или его нету, этого понимания. И здесь идет четкое предсказание, или предсказывание, или видение, или восприятие. Так вот, руна Перт, она открывает это восприятие, снимает пелену тайны и тем самым посвящает в тайну, для чего человек родился, для чего он пришел на эту землю, какова его цель. И самое интересное, в магии Перт используется для вскрытия тайны. Если в вашем окружении есть какая-то тайна, которая вам необходима, то через Перт, в общем-то, и открывается. Еще руна Перт показывает, насколько единичные руны, они уже достаточно самодостаточны, достаточно самодостаточны. Я не тавтологию говорю, а именно достаточно самодостаточны в своем действовании. И смешивание, делание сложных вязей или формул не всегда даже полезно. Это, скорее всего, делается, знаете, когда дается, ну, например, кверенту, то есть вопрошающему. Кверент – это вопрошающий. Когда кверенту дается сложная руна, то это только щадит самого кверента, потому что описываются программные какие-то моменты во всех тонкостях, чтобы узконаправленно действовать и с оттяжкой во времени. Чем больше количество рун в формулах, тем дольше процесс запускается. Почему? Потому что каждая руна требует своей энергии, а связь этих рун требует особо много энергии. Энергия, естественно, мы уже с вами разбирали через руны Гера, является временем. То есть среда, в которой возрастают руны или возрастают силы, энергия – это время. Поэтому однорунные какие-то магические действия, они намного мощнее и быстрее происходят, с меньшим затратом сил. Вот почему оператор рун, который носит в себе на уровне ДНК, то есть а ДНК у нас прописано, ну, в каждой клетке, то есть можно взять любую клетку и восстановить ДНК, точно так же можно восстановить прописанные на уровне ДНК руны. Вот, в общем-то, такая вот интересная взаимосвязь. Мы еще вернемся к рунической сетке, мы порисуем. Я хотел бы порисуем и разберем, как работают потоковые энергии человека, как работает потоковая энергия сознания, бессознательного. Кстати, вот Перт одна из рун, которая не затрагивает осознанность. И здесь вот есть очень интересный момент, когда, работая с руной Перт в магии, нужно быть, ну, не то, что вот я бы не хотел говорить об какой-то осторожности, я хотел бы в первую очередь говорить о ответственности, потому что сознание мага иногда не участвует. То есть сознание мага может работать или в бессознательном, или в сверхсознательном, только касаясь определенных аспектов сознания. И вот руна Перт поэтому и открывает тайну бессознательного или открывает тайну сверхсознательного. Руна Перт связана с понятиями времени. Она точно так же относится к закону равновесия. Она уравновешивает через понятие времени и создает определенное восприятие здесь и сейчас, именно восприятие здесь и сейчас в потоке бессознательного. Я хочу заметить ваши вот такие вот, заметить вам вот такой особенный эффект Перт. Затрагивая элементы сознания, тем не менее, находится в потоке бессознательного. Или, если маг работает, например, с зеркальной руной, или она идентична перевернутой руне, то потоковые энергии, изменяя каналы потоков, находясь в сверхсознательном восприятии, затрагивая сознательное, касается элементами бессознательного, маг может изменять
изменять не только настоящее, но и изменять судьбы, потому что пертом можно изменить свою судьбу, судьбу другого человека, куда будет направлен этот перт сознанием мага. Поэтому сама перт, она является, ну, во-первых, покровители перт — это Мимир, Норны, и Норны, управляющие временем, которые открывают тайны будущего или прошлого, транслируя настоящее. И Мимир — это источник мудрости, кладезь мудрости, из которого Один постоянно пьет из этого источника Мимира. Вот перт — это источник Мимира. Еще иногда говорят, что перт является, руны перт покровительствует богиня Фригg, которая все знает, но молчит. И вот точно так же, как перт, он все знает и все молчит. Из всего футарка эта руна самая загадочная. Ее чаще всего не понимают и чаще всего избегают такие обширные толкования. Ее не всегда понимают. Потому что она создает некую такую трансляцию, при которой в ней возникают все руны футарка. То есть перт как бы является, знаете, вот вроде как джокером в колоде карт. То есть она может заменить любой номинал. Почему? Все потому, что открывается тайна тех или иных значений. И вот если у вас не дотянули руны из 13 до этого, то перт может сделать эту дотяжку более жесткой, более интересной. И открыть некоторые моменты, которые были не открыты. Почему ее и символизирует мешочком с рунами. То есть мы входим в перт, и мы вытаскиваем. При всем при этом руна перт, она абсолютно безопасна. Опасность в ней заключается в том, что можно не ощущать себя здесь и сейчас, находясь в бессознательном, понимать, что ты находишься где-то, ну, вроде как в настоящем. Вот, кстати, многие говорят, на руне Ингус можно медитировать и проникать в прошлые инкарнации. А я вам открою страшную тайну, вернее, перт вам откроет страшную тайну, что через перт можно увидеть свои прошлые жизни, именно те, которые вы захотите. Вот почему, например, открытие тайн должно быть без страха. Ну, например, увидеть, как я в свое время через перт увидел себя 8 раз сгоревшим, ну, сожженным, да. И я получил, например, у меня был такой запрос, почему у меня не проходит псориаз, почему я не могу там от него излечиться. Ну, всем известно, что псориаз не излечивается, он залечивается. То есть, например, к Алене в гости приехать на соленое море, мертвое море, вот там можно залечить на долгие годы. Ну, полностью не излечивается. На самом деле биоэнергетически псориаз — это прошлое сожжение прошлых воплощений, как напоминание в этом теле. Ну, а сжигали, вы знаете, кого в период инквизиции в основном. Да? Вот. Поэтому вот эта ситуация, вот она мне открыла, и для меня было, ну, как это напоминание, да, вот вроде бы это болезнь, которая не мешает, но она неприятна, да? Как склероз, да, вроде бы не мешает, но да, вот. Вот перт в данном случае открывает прошлое воплощение. Единственное, что ощущения происходят такие, как будто ты в 3D кинотеатре просматриваешь на Будхиале, просматриваешь фрагменты своей жизни со всеми подробностями. Я не проделывал это с другими людьми. Я думаю, что это очень серьезное нарушение воли человека, потому что человек должен быть готов. Мне особенно смешно и странно, когда люди не готовы воспринимать свои прошлые воплощения, туда проникают с помощью каких-то холотропных движений и тому подобное, а потом, ну, половина из них
ходят или к психологам в лучшем случае, или в худшем случае являются пациентами. Ну, вы сами знаете кого. Сознание должно быть окрепшим, вот поэтому руна Перт, она 14-я. И она открывает дорогу дальше. Что дальше вы знаете, во втором эфире у нас Альгиз. Это защита или посвящение к богам. Когда начинаешь понимать это посвящение. И Савилью это победа, огненный аспект. Руны открывает мощную энергию, доступность энергии неземного характера. К этому нужно быть готовым. Вот руна Перт и открывает вот эту готовность. Хочу обратить ваше внимание на древо жизни. Мы так к нему не часто, я к нему не часто апеллирую, ну не во всех, поначалу апеллировал, особенно на первом эфире. А так тут как бы вроде бы как промалчиваю. Да? Но я не просто говорил, что нам нужно постоянно на него просматривать, потому что каждая руна, образуя связь между мирами, она образует ключик к пониманию перехода. Вот если вы посмотрите на руну Перт, она соединяет ключик между Мидгардом и Ванхеймом. Иными словами, понятием времени Мидгарда соединяет с понятием стихии Земли, соединяя стихии Земли Ванхейма. И открывает тайну плодов. То есть Ера, сеяние. Ну, вот если мы посмотрим, мы уже знакомы с двумя рунами, мы не знакомы только с руной Ингус. Вот смотрите, Ера – это Мидгард, который соединяет через Перт руну Ингус. Время или сеяние, посев или урожай открывает тайну плодов. То есть, когда мы сеем плоды, мы не знаем, то есть сеем семена, мы не знаем, какие мы плоды пожнем. И Перт нам открывает тайну плодов. То есть, что мы посеем, то и мы пожнем. В этой формулировке через руну Перт открывается и знание тайны сеяния. А если мы знаем тайну сеяния, то мы знаем тайну и урожая. То есть, сея или совершая определенные те или иные действия, мы заранее можем спрогнозировать урожай или спрогнозировать результат своей деятельности. Вот в магии это очень, ну, как бы самый ключевой момент, когда мы открываем тайну, мы можем предвидеть результат. Не так, что мы сделали поступок, а потом, ну, расплачивались за этот поступок. А мы можем его спрогнозировать. Еще через руну Перт можно выйти на понимание и реализацию очень простой, интересной вещи. Почему она и именуется вот тайна, или еще ее называют игра. Иногда она изображается как игра. Открытие тайны. В некоторых ставах можно, в принципе, запустить элемент выигрыша, да, то есть можно выиграть. Но, знаете, когда я смотрю ставы на удачу, там в лотерею, мне особенно становится смешно по той простой причине, что пытаются магические знаки применить к системе лохотронов. Ну, это попытаться выиграть у программы какие-то моменты. Не, можно, конечно, изменить программу, но это вот как вирус. Система, которая создала эти лотереи, она сразу отсекает, улавливает вот эти вирусы своим антивирусом. И по шапке можно очень крепко получить. Наоборот, даже вот эти лотереи не забирают часть энергии, как посягающего на имущество. Но через Перт можно увидеть. И вот здесь, вот знаете, как момент такой, когда ты видишь настолько реально, что ты можешь протянуть руку и трогать. Вот в одной из медитаций я ощутил Перт именно в каком аспекте?
Ты можешь все смотреть, но руками ничего не трогать. Я спрашиваю, почему нельзя трогать руками? Потому что то, что ты видишь реальным, оно иллюзорно. Как только ты дотронешься, оно рассыпется. Ты не сможешь ничего ухватить. Вот это и есть тоже определенная тайна к пониманию мироздания. Мы живем в некой иллюзии, и эта иллюзия, она может как создаваема, так и разрушаема. И вот стой, смотри, но ничего руками не трогай. Поэтому руна Перт, она даже в какой-то степени руна наблюдения. Если вы займете позицию именно наблюдателя через работу с руной, то вам откроется очень много тайн. Но вот вопрос, что мы с этой тайной будем делать? Например, жена через Перт узнает, что муж изменяет. Ах ты такой-перетакой. Она не знала 10 лет о том, что муж изменял, потому что он был настолько верным семьянином, а тут через Перт она узнала. Я задаю вопрос, а что тебе дало это знание? Разрушение. В определенном смысле разрушение. Поэтому это моральные принципы. Да, это неприятно, да, это в определенном моральном смысле предательство и так далее, и бла-бла-бла. Но вопрос в том, что когда я общался с этим человеком, а он говорит, ну как, я ее люблю, она любовь моей жизни. Но в силу определенных вещей родился один ребенок, родился второй ребенок, я ее берег, ну, чтобы ее, я как бы, для меня было это, ну, святость, то есть ее не трогать. А мне нужно было как-то себя вот, ну, сбросить. У него свое понимание верности, у нее свое понимание верности. Вот это такой вот случай. Другой случай, когда руководитель через Перт узнал некоторые интрижки вокруг себя, там открылись тайны, что его и обворовывали и все остальное. И он стал, естественно, принимать результаты, стал действовать. В итоге фирма почти развалилась. Вопрос. До этого работала, приносила пользу, он мог ездить и так далее. Хотя в его понимании воровство, например, это распространенное на постсоветском пространстве так называемые менеджерские откаты. Но он вас расценил это как воровство, что он недополучает прибыль. Хотя он себе позволял находиться в этом бизнесе, ну, на своей работе достаточно мало времени. Он в основном путешествовал, у него хватало денег. То есть фирма работала, то есть менеджеры себе подворовывали, но и оставляли прибыль. То есть вот было как-то вот более-менее. Опять же, я к чему эти примеры говорю? Эти примеры можно привести от бытовых до рабочих, и их очень много. Когда открывается тайна, это как открывается знание, то есть перешедшее из темного аспекта неизведанности в светлый аспект освещенности. То есть человек стал посвящен тайну, ему осветилась эта тайна. И вот вопрос, с этим знанием, что ты будешь делать? Как ты мудро распорядишься этим знанием? Если у тебя были до этого страхи, если у тебя не была очищена жизнь, ну, я вот перечисляю второй тир, Хагалас, не была очищена жизнь, если в твоей жизни есть мощное хочу, которые завладели твоей жизнью, эти хочу абсолютно не твои. Если в твоей жизни нету спокойствия и стабильности, то бишь Иса. Если в твоей жизни нету понимания сеяния и урожая, или понятия времени, если в твоей жизни есть страхи, то тайны, которые ты узнаешь, что ты с ними сделаешь? Как они тебе помогут в этом? Если у тебя есть проблемы еще до этого. А равновесия не будет.
Так вот, руна Перт относится к закону равновесия. Она должна уравновесить. И это тайны, которые будут открываться через Перт, или те тайны, которые открывает Перт, они должны остаться в балансе. То есть, когда я знаю, это не значит, что мое знание должно быть действием. Я не говорю о получении информации. Сейчас, например, многие знания путают с информацией, то есть наполнение информацией, но эта информация настолько бесполезна, что она неприменима. Знание применимо. Вот почему, например, информация, которую вы можете применить, это становится знанием. А вот умение пользоваться, не применять, а пользоваться этим знанием, это уже мудрость. Мудрых людей очень мало. Почему? Потому что знания, которые они применяют, они используют не всегда во благо себе. Потому что мы рассматриваем, например, во благо именно себе, не во благо другим. Вот во благо другим. Ну, это бред, когда делаешь во благо другим. Это значит, что не проработан такой аспект. Очень часто любят говорить, не проработан аспект эго. То есть у тебя эго, у тебя там еще что-то. На самом деле эго – это энергетическая составляющая души, именно души, не духа, потому что дух свободен, а душа имеет определенную информационную оболочку в виде структуры тонких тел, на которых нанесена информация. Почему? Если душа молодая, у нее мало информации, и вот эта структура, она пустая. Молодая душа, она все впитывает, она наивная, ей нужен опыт. Вот этот вот опыт, это определенная мудрость применения знания. И вот самое интересное во всем этом, это не просто применение знаний, это не просто умение использовать эти знания, которые открылись человеку. Это умение эти знания соотносить с тем процессом жизни, в котором человек находится. То есть здесь и сейчас. Можно взять аспект знания прошлого, применить здесь и сейчас, но он будет просто информацией. То есть через Перт получить информацию. А для чего эта информация? Для чего? Для того, чтобы возбудить свое так называемое эго, или, вернувшись к этому вопросу, эго – это энергетическая составляющая, которая предохраняет человека от самоуничтожения. То есть вот такой вот аспект. Эго – это не значит, что человек эгоистичен, он там как-то у него там корона, или вот в том шизотерическом понимании, которым транслируется на просторах нета. А эго – это очень хорошая штука. Если обращать на красную лампочку или на тот рубильник эго, который срабатывает или начинает дымиться, это очень классная вещь. То есть вот когда эго начинает зашкаливать, оно предохраняет человека от того, чтобы он исчез, чтобы он не умер, чтобы знание или развернутая душа не сгорела раньше времени. Чтобы знания, сгоревшие знания, они же потом не восстановятся, их очень сложно будет восстанавливать. И эти знания потом придется снова замещать на пустые ячейки. Это как сожженная библиотека. Вот представьте, в части вашей души или на определенном поле библиотека сгорела. Вот нету, не записывается. Эту библиотеку надо восстановить. Значит, будете нырять еще. Не раз в разные пространства Мидгарда, пока не восстановите эту библиотеку. Поэтому эго для мага – это самая главная кнопка на пульте управления. Самая главная кнопка. Потому что как только эго зашкаливает, это
ну, очень большая бытийная масса, очень ценная библиотека, очень ценный опыт, полученный магом за множество воплощений, они ценны для богов. Вот почему маг получает по шапке особенно сильно, когда у него начинает расти корона. Пресечение идет сразу. Почему? Не потому что боги злые и наказывают. Многие, когда говорят, Бог наказывает. Но это христианский мем, наказание Бога. Вот Богу нечего делать, только наказывать. Вы такая ценная персона, что вас нужно наказывать. Ой, ой, ой. Боги не наказывают, боги предохраняют. Потому что когда человек с высокой бытийной массой, а бытийная масса, я предполагаю, опыт души, накопленный опыт души, начинает зашкаливать, есть вероятность того, что этот ценный продукт в виде души может сгореть, пропасть, испортиться. И потеряется значимость опыта мага для богов. То есть он не сможет перейти на ступеньку выше. Я это все рассказываю почему? Потому что через спирт будут открываться аспекты тех тайн вашего сознания, ну, подсознательного, на котором раньше были блоки. Вот перт снимает блоки. Это ключик, который воткнул в библиотеку, так раз провернул, и архивы открылись. И раньше, куда вы не имели доступ к своему бессознательному или своему сверхсознательному, вы теперь можете закопаться в библиотеках и узнать. Только библиотека очень интересная. Библиотека, которая транслирует через наш физический транслятор, который находится в затылке, на экран третьего глаза. То есть мозжечок, который находится, или энергочакра, которая находится, ну, не в самом затылке, чуть выше затылка, это проектор. А лобная часть, то есть третьего глаза, это развернутый экран. И мы начинаем видеть картинки. Притом картинки настолько реалистичные, настолько воспринимаемые сознанием, мощные, что мы иногда можем потерять ощущение реальности. Но у нас было до этого 13 рун, которые нас подготовили к этому восприятию. Вот такая вот интересная руна, если так, в общих словах, перт. Мы еще вернемся к определенным, на третьем эфире мы вернемся к определенным формулам с разным сочетанием. Я вам дам некоторые практики, которые вы потихонечку начнете делать. Они для вас будут очень полезны. То есть мы начнем сначала, раз мы дуальные существа, это я так анонсирую, то я, например, провожу вас, ну, как проводник, я провожу вас тем путем, которым я прошел. Ну, а что выдумывать дорогу, если я уже прошел этой дорогой, и она дала свои результаты? Естественно, что вы потом разбредетесь по своим тропам, будете ходить и пробовать экспериментировать со своими какими-то аспектами жизни и своим пониманием. Но, например, диады рун — это первое, что должен маг пройти после того, как изучит весь футар. Сочетание диад, пар рун в разных аспектах.